Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня мы вернемся к технике папье-маше и сделаем очаровательных котиков-парашютистов. Эти рыжие мордочки получились настолько милыми, что не влюбиться в них просто невозможно. Кстати, такие коты могут украсить не только любой уголок вашего дома, но и могут поселиться на зеркале в машине или украсить собой новогоднюю елку. Так что поделка получилась очень универсальной. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся ненужные пластиковые елочные шары. Для одного кота потребуется один шарик. У меня шары диаметром 6 см. Для удобства работы одеваем шары на палочки от суши. И нам понадобится масса папье-маше. Рецепт моей массы в подсказке и в описании под этим видео. Простая вода для выравнивания изделий и склеивания деталей между собой и крахмал, чтобы масса меньше липла к рукам. После того, как масса немного полежит в холодильнике, она обычно становится липкой, поэтому прежде чем с ней работать, вмешиваем в нее крахмал, чтобы убрать лишнюю влагу. Теперь смачиваем шарик водой, берем кусочек массы и обтягиваем ею шарик. Старайтесь распределять папье-маше по поверхности равномерно, то есть чтобы толщина слоя была везде одинаковой, так шарик останется круглым. Выравниваем поверхность мокрой кисточкой или руками и оставляем шарик на просушку на 2-3 дня. Шарик высох, займемся мордочкой. Делаем из массы папье-маше овал и приклеиваем его на шарик. Место соединения смачиваем водой. И обратите внимание, что шарик нужно расположить так, чтобы место подвеса было сверху, иначе котики у вас будут висеть вверх пузиком. Все стыки выравниваем стеками, и у меня в роли стеков выступают инструменты из маникюрного набора. Намечаем пальчиком глазки. Для этого просто немного надавливаем на мордочку в нужных местах. Из двух одинаковых шариков делаем ушки. Катаем шарики, придаем им форму треугольников и стеками или кисточкой приглаживаем их к голове. И еще из двух шариков делаем щечки. Катаем шарик, делаем длинную капельку и приклеиваем ее на место носика. Округлым стеком углубляем место под глазки. Катаем два одинаковых шарика и делаем из них глаза. А теперь катаем две колбаски и делаем из них верхние веки. Продавливаем точечки на щечках, из которых растут усы. И из еще одного шарика делаем ротик.
Оставляем котика на просушку на пару-тройку дней. Теперь из 4 одинаковых шариков катаем колбаски и делаем из них лапки. Лапки будут смотреть в стороны, так как котик у нас парит на парашюте. И не забывайте смачивать водой место соединения деталей. Из еще одного шарика лепим колбаску и делаем хвостик. Ему можно придать немного закрученный вид. Так будет интереснее. Оставляем котика на окончательную просушку на 3-4 дня. Теперь займемся парашютом. Я решила использовать для него массу папье-маше, сделанную только из ПВА и бумаги, так как мне не хотелось утяжелять игрушку, а эта масса после высыхания почти невесомая. За основу парашюта я взяла шарик для детского сухого бассейна. Кстати, такие шарики сейчас появились в фикс-прайсе. Обмазываем массой половинку шарика. Выглаживаем поверхность мокрой кисточкой или руками. И оставляем на просушку тоже на 3-4 дня. Котики и парашюты высохли, теперь можно переходить к росписи. Но сначала я рекомендую игрушки покрыть акриловым грунтом, так как на грунт краска будет ложиться намного ровнее и расход краски будет существенно меньше. После высыхания грунта я покрываю котиков и парашюты коричневой акриловой краской в 2 слоя, так как буду раскрашивать их по принципу от темного к светлому под керамику. Но вы, конечно же, можете раскрашивать так, как вам больше нравится. Как раскрашивать изделия под керамику, я уже показывала очень много раз. Сначала раскрашиваем всю поделку в темно-коричневый цвет, а дальше работаем только сухой кистью. В случае с котиками берем оранжевую краску и слой за слоем добиваемся нужного цвета. Все слои наносим слабыми касательными движениями, как бы подметая игрушку кисточкой. Каждому слою обязательно давайте высохнуть хотя бы минут 5. При таком методе окрашивания у вас останется видна подложка темно-коричневого цвета во всех впадинках и углублениях, то есть вам не придется дополнительно прорисовывать котикам тени. Белой краской раскрашиваем котикам глазки. Краской цвета охра раскрашиваем щечки. Есть же делаем окрас котиков сложнее и интереснее. И не забываем про животик. Также можно добавить желтого цвета и, где нужно, добавить яркости оранжевой краской. Белой краской, точнее цветом слоновой кости, высветляем щечки и самые выступающие части мордочки. И широкой кистью рисуем полосочки на спинке и голове, а также можно немного высветлить лапки и кончик хвоста. Добавляем темно-коричневых полосок.
И по желанию можно добавить еще желтых, коричневых или оранжевых оттенков. Болотной зеленой краской рисуем радужку. Белой краской высветляем ее из центра к краям. Желтой краской делаем цвет глаз сложнее и интереснее. Черной краской рисуем зрачки. Розовой краской раскрашиваем носик и рисуем язычок. По желанию делаем рисунок на лапках. Белой краской ставим блики, и наши котики готовы. Теперь займемся парашютами. Лично у меня не получилось снять парашют из шариков, так как я боялась их помять. Поэтому в итоге просто разрезала шарики пополам и аккуратно отсоединила заготовки из папье-маше. Чтобы этого избежать, можно шарики обмотать пищевой пленкой и уже на нее наносить массу. Тогда шарики останутся целыми. Итак, парашюты отсоединены. Аккуратно их подравниваем и красим изнутри темно-коричневой краской. Даем высохнуть. По центру парашют прокалываем шилом и вставляем веревочку для подвеса. Простым карандашом намечаем разметку. Я решила разделить круг на 8 секторов. А дальше у меня началась сплошная импровизация. Сочиняла крепление для парашюта из того, что нашла дома. По краю я закрепила 8 зажимов для бижутерии. Это такие зажимы с колечком на конце. В эти кольца я буду вдевать стропы парашюта. Нарезаю стропы для парашюта из толстой нити. Каждую нить вставляю в кольцо, сгибаю пополам, добавляю еще одну нить, чтобы в итоге их получилось 3 штуки, и заплетаю их в косичку. Начало и конец косички фиксирую термоклеем, чтобы они не расплетались. В итоге у меня получилось 8 косичек, то есть 8 строп. Раскрашиваю парашют, хотя это можно было сделать и до крепления строп, но в общем-то это не принципиально. Я решила остановиться на 2 цветах – белом и красном. Раскрашиваю так же, как и котиков, сухой кистью в несколько подходов, пока не получу нужной яркости. Пока парашют сохнет, сделаем лямки от парашюта для котика. Их я тоже сочиняла из того, что нашла в своих запасах. А нашла я 2 кожаных шнура, которые разобрала на запчасти и разрезала на нужные отрезки. В конце зажала в концевики с колечком. В принципе, можно просто нарезать толстую веревочку на кусочки нужной длины и склеить хвостики. В отверстие для подвеса, которое было на шарике, я вставила металлическое крепление от бус и соединила лямки и крепления на котике металлическим колечком, чтобы все держалось вместе. Все стропы нужно подогнать по длине. Это очень важно для того, чтобы нагрузка на парашют распределялась равномерно. Я укоротила их до 10 сантиметров. Если вы будете так же, как и я, заплетать косички, то сначала промазывайте место отреза термоклеем, а только после этого отрезайте. Так косички не расплетутся. Дальше разделяем косички пополам, то есть 4 и 4, и склеиваем их кончики вместе. Я решила сделать страховочное крепление на случай, если вдруг стропы отклеятся от котика, хотя этого произойти не должно. Ну, пусть будет на всякий случай. То есть я соединила котика с парашютом центральным шнуром, прикрепив его к кольцу на лямках и к кольцу внутри купола.
Осталось приклеить стропы к котику на термоклей спереди и сзади и задекорировать концы строп еще одной косичкой. Повторюсь, все крепление парашюта я делала из того, что нашла у себя дома. Возможно, вы придумаете какой-то более легкий способ. Наш котик готов, точнее у меня их целых 2. Осталось найти для них подходящее место и любоваться на их милые мордашки. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился и вы нашли для себя что-то нужное и интересное. И если это так, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Также буду рада вашей подписке, а для тех, кто хочет получить от меня какие-то дополнительные бонусы, предлагаю перейти в статус спонсоров этого канала. На сегодня это все. Желаю вам всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.